Привет, меня зовут Даша, и я моделист из России, и сегодня я буду строить этот военный грузовик. И на него я не буду наносить ни буквы Z, ни V, и в этом видео ты узнаешь почему. Сборка этой модели у меня заняла довольно много времени. Тут очень качественно проработана ходовая часть, которая требует скрупулезной сборки. Да еще детали, которые требуются для одного шага, разбросаны по разным литникам. Так что в поисках деталей я потратила немало времени. Но модель КамАЗа у звезды выдалась вполне удачной. Грунтую раму, кузов, тент и кабину серым грунтом от фирмы АК марки One Shot. Это неплохой грунт, но его надо разбавлять, так как в баночке он очень густой для аэрографа. Давайте отвлекемся от покраски боевого КамАЗа, а пока сохнет грунт, я хочу вам рассказать, какие КамАЗы я уже собирала раньше. А собрала я их, прям очень много. Ведь неудивительно, Камский автозавод – крупнейшее предприятие по производству грузовиков в СССР, да и в современной России тоже. И самый первый КамАЗ в моей карьере был этот советский армейский грузовик от фирмы i7 в 35 масштабе. Это одна из моих самых ранних работ, так что качеством ее исполнения я не очень довольна. И на нем, кстати, не хватает надписи КамАЗ на передней облицовке. А потом у меня случился перерыв в стройке КамАЗов. И так, пару лет спустя, мне попался КамАЗ-тягач с прицепом «Муковоз». Сборку этой модели я подробно показала на моем канале. И сейчас этот КамАЗ находится в частной коллекции. Посмотрите фото. А это еще один КамАЗ, и я собрала его в виде самосвала в 43 масштабе. И он у меня получился довольно интересного оранжевого цвета с орлом на передней облицовке. И он тоже нашел себе новый дом. Из ярких представителей продукции Камского автозавода, который я строила, можно выделить, например, бронеавтомобиль Тайфун К. Это довольно брутальная на вид машина. А его брат – это моя фантазия на тему защищенного грузовика. Ему, кстати, не хватает четвертой оси для полной гармонии, а стройку обеих моделей можно найти у меня на канале. А из совсем недавних построек я, например, выделю зенитный комплекс «Панцирь» на шасси четырехосного КамАЗа, и его стройка вызвала негодование у некоторых слоев населения. Видео с постройкой посмотри у меня на канале. А ты собирал модели КамАЗов? Если да, то напиши об этом в комментариях. И пошли дальше смотреть, как я доделываю свой КамАЗ. Далее черным цветом я нарисую тени на кабине, кузове и тенте. Эта операция нужна не для художественных эффектов, а для убережения модели от непрокрасов. Если в какую-либо щель не попадет краска базового цвета, то она останется черной, что в принципе тоже очень неплохо. И тут я использую черный акрил от фирмы Gemscale. А белым цветом я наоборот выделю те места грузовика, которые должны быть чуточку светлее, то есть большие плоские площади и верхние элементы кабины и тента. И даю теням немножко просохнуть, примерно минут 20, ведь акрил сохнет очень быстро. После грунтовки самое время определиться со схемой окраски. И тут все просто. Это обычный армейский КамАЗ, и он должен быть классического для военной автотехники темно-зеленого цвета, без особых изысков. Иногда такие КамАЗы можно встретить в песочном варианте, но это уже экзотика. И такие образцы можно обнаружить, наверное, только на выставках или же в жарких странах, таких как Сирия. А изюминкой окраски этого КамАЗа может стать, наверное, только номер. Ведь в отличие от гражданских номеров, код региона шифрует вид войск или военный округ. И, конечно, можно было бы нанести на этот КамАЗ буквы Z или V, но этого делать я не буду. А почему, ты узнаешь в этом видео чуть попозже. И приступаю к окраске базового слоя. В черный цвет я покрашу раму. Тут не будет никаких изысков в окрасочных работах, просто заливаю. И как я уже говорила, КамАЗ у меня будет армейский, скажем так, периода, когда было относительно мирно. И для окраски современной российской военной автотехники отлично подойдет краска от фирмы Pacific 88, которая так и называется «Современные российские военные грузовики». У нее, как мне кажется, отличный темно-зеленый оттенок, прям как надо. Именно таким цветом я покрашу кабину и кузов, а тент я окрашу цветом хаки, чтобы он контрастировал с основным цветом грузовика. После окраски в основной цвет я в базу добавлю немножко желтого оттенка и такой краской пройдусь по некоторым деталям кабины, чтобы сделать цветовые акценты. Примерно то же самое касается и тента, только в случае с тентом в базу я добавлю белый цвет в качестве высветлителя. А настоящие КамАЗы я смогла разглядеть на выставке форума Армии 2022 в августе этого года. КамАЗов там было просто огромное количество, самых разных, от самых маленьких двухосных и до четырехосных монстров с различными настройками. Но моя цель была разглядеть именно модель с индексом 5350, ведь такую машину я собиралась строить. И я ее нашла на открытой площадке с другими собратьями из Набережных Челнов. Мне приглянулись два экземпляра. Первый – это автомобиль, предназначенный для эксплуатации в сложных погодных условиях. Внешне он почти не отличается от моего образца,
но у него несколько другая форма глушителя. Также его кабина имеет герметизацию, что позволяет стабилизировать температуру. А второй любопытный образец – это КАМАЗ-5350, версия с бронированной кабиной. Очень нужная версия грузовика, особенно если предполагается вести боевые действия в местности, наполненной не самым дружественным населением. А купить модели КАМАЗов всегда можно в магазине «Модельная лавка», ведь «Модельная лавка» – это огромный выбор масштабных моделей для новичков и для бывалых моделистов. Постоянные скидки, бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей и обязательно при заказе используйте промокод «Даша» на скидку в 10%. А этот промокод при первом своем заказе. Ссылочка на магазин и промокоды смотрите в описании к видео. После того, как работа с аэрографом закончилась, мне предстоит работа с кисточками. И мне нужно окрасить двигатель, раздаточную коробку и глушитель. И для этих целей я использую металлики разных оттенков от фирмы ICM, а для окраски я использую кисти от Mini Warm Paints. Окрашу интерьер кабины, а именно руль, сиденье в черный цвет. Также мне надо окрасить детали экстерьера, табличку с надписью КАМАЗ, кронштейны зеркал, брызговики и прочие детали. И в ход идет обычная черная краска. Собственно, почему я не буду наносить V или Z символы на этот КАМАЗ и вообще на любую другую модель пока? Потому что все, что сейчас происходит, это еще не прошлое и не история, а суровая реальность. И я делаю модели на публику. И меня смотрят зрители из разных стран. И мир поляризовался. И у последней домохозяйки есть мнение на происходящие события. И не дай бог ты выразишь неправильное мнение. И я понимаю, что среди зрителей этого видео есть люди, которые не могут или не хотят понять, что это просто модель, просто кусочек пластика, который изображает некую технику. Так что, чтобы не поджигать пятые точки у чувствительной публики, я пока приняла решение не делать так называемые Z-модели. Но если вы хотите самовыразиться или отрефлексировать, скинуть пар, создавая модель Z или трезубом, то я только за. Моделизм – это ведь самовыражение, творчество и выплескивание эмоций на пластик, так что творите в свое удовольствие. А также моделизм – это отражение истории, действительности и фантазии в миниатюре. А вчерашний день, можно сказать, что тоже, возможно, история. А модель с буквой Z или трезубом я обязательно сделаю, но потом, когда у меня улягутся эмоции. Давайте немножко отвлекемся от постройки зеленого КАМАЗа и сейчас взглянем, что интересного произошло в мире моделизма за эту неделю. Я не успела отдохнуть от постройки огромного вертолета модели Ми-24 в 48 масштабе, как звезда внепланово анонсировала выход модели вертолета Ми-8 в 48 масштабе. И модель должна получиться довольно огромной. И самое интересное, что у нее будет проработан грузовой отсек. И забавно, что китайский Трумпетер пару недель назад анонсировал точно такую же модель и в таком же масштабе. Видимо, спешка звезды с этим анонсом как-то связана, а звезда не анонсировала эту модель в каталоге на 2022 год. Так что велика вероятность, что эта модель увидит свет ровно под Новый год. А в этом месяце выходит в свет раллийный КАМАЗ и пушка ЗИС-3 с расчетом, так что ищите их в ближайших магазинах. Мастер бокс из Киева выпускает фигурку украинского солдата в масштабе 1 к 24 и очень спорный выбор масштаба для фигурки военного. А бокс-арт оформлен очень странно, и благодаря эффектам облаков мне вначале показалось, что солдат стоит на фоне российского флага. АСК продолжает тему конфликта на Украине и выпускает набор декалей для российской техники для танков Т-72, КАМАЗов и буханок. И среди декалей можно выделить надписи, которые засветились в социальных сетях, такие как «Виктория Секрет», «Местами Град» и «Шкурнадзор», а также есть декаль про Дашу из Ельни. А Red Iron Models выпускает модель трактора Т-100 сразу в двух масштабах – 43 и 35. И модель будет выполнена из смолы, так что придется попотеть над этой моделькой. А это были все любопытные новинки этой недели. Если тебе что-нибудь понравилось, обязательно пиши об этом в комментариях. И пошли дальше смотреть за работой над моим КАМАЗом. Окрашу уплотнители на стеклах. И в отличие от моделей АВД, уплотнители здесь имеют менее развитый рельеф. Так что окрашивать их несколько сложнее. Хотя новичкам я рекомендую воспользоваться специальными масками, которые можно купить в готовом виде. Например, в магазине «Модельная лавка». И стоят они относительно модели недорого. А маркером с жидким хромом от фирмы Jim Scale я окрашу отражатели фар. И после такого маркера они выглядят очень яркими и живыми. А время поработать маслом. Я делаю проливку жидкой краской, чтобы выделить рельеф грузовичка. Проливку я сделала сама из масляной краски темно-коричневого цвета и white спирита. После проливки даю модели просохнуть минут 20 и излишки убираю широкой кистью, смоченной в том же white спирите.
Выполняю прием сухая кисть, чтобы выделить рельеф грузовика и придать модели цветового разнообразия. И тут я использую масляные краски и намешиваю из них более светлый оттенок, нежели базовая краска. И после приобретения набора художественных масляных красок базовых оттенков я могу полностью отказаться от дорогой модельной химии. Наношу декали, и тут их немного, это только номера. А пока я переношу декали, можете написать в комментариях, какому виду войск или военному округу принадлежит этот КАМАЗ. А вот тут я показываю, как я размещаю прозрачные детали на свои места. И я использую специальный клей для прозрачных деталей от фирмы Zip. Я наношу клей на нужное место, вставляю стекло, придерживаю его немного, и оно уже отлично держится на этом клее. И если он вдруг попадет на краску, то ничего страшного, его можно вытереть ватной палочкой, смоченной в воде. И таким же образом клей можно удалить из прозрачных деталей. Стекло не мутнеет и отлично держится, но клей сохнет долго, наверное, минут 10. Окрашу световые приборы красками по стеклу, и так они будут выглядеть очень натурально. И мне осталось загрязнить покрышки. Сделаю я это при помощи сухого пигмента. Пока шины не стоят на своих местах, их можно равномерно загрязнить. И мне останется только собрать воедино колеса и остальные более мелкие детали. И вот русский военный КАМАЗ готов. В целом мне понравился результат и процесс его постройки. Надеюсь, вам тоже. Напишите ваши впечатления о видео в комментариях. Мне будет интересно почитать. Увидимся в новой стройке. До новых встреч. Пока-пока.